Здравствуйте, дорогие друзья! Как мне высылали очень много разные видео, наверное, это был экстрасенсы ведут расследование или там, может быть, какие-то новые проекты. Я понимаю, что никто меня забыть не может. Я все это прекрасно понимаю. И очень многие спросили, когда я буду опять снимать, когда я буду в Россию. Но, честно, сейчас я не могу вам никакой ответ дать, потому что пока у нас мировая ситуация такая, как она есть, у меня реально возможности нету. Хоть я бы очень сильно бы хотела участвовать, принять участие, смотреть людям в глаза. Вот прошлое. Но я этого не буду сделать сейчас. Если заканчивается все, тогда, конечно. Но я сама чувствую, что это может быть 27-го года. Я чувствую, что 27-го года должна быть уже более-менее мир. Почти везде, потому что, где-то война всегда. И я обязательно буду снимать. Я очень скучаю про битва, я очень скучаю снимать, я скучаю люди. У меня же там есть тоже свои хорошие даже воспоминания. Все-таки я почти 5 лет жила в Россию, особенно в Москве. По Москве я очень скучаю. И продюсеры мне, кстати, очень много раз звонили, писали, умоляли по-разному. Но пока вы понимаете, что у меня дети еще маленькие, и ситуация есть, какая она есть, и поэтому поймите правильно, пока все не решается, ехать, летать у меня нереально. Но многие еще спрашивали, почему я ушла. Я так резко же ушла. Я просто поняла, что когда я жила в Москве, у меня был 9-й этаж, кирпич везде, энергии не было. Раньше где мы жили, где природа, далеко от людей, это есть их место сила. А если вы меня видели 14 сезона и уже 17 сезона, вы видели во мне разницу. Я каждым годом похудела. Я начала просто в какой-то момент понять, что я уже даю жизнь энергии. И я поняла, если я это продолжаю сделать, сама начинаю болеть. Мне в тот момент 17-го года надо было выбрать себе. Мне не устраивало, где я живу, именно вот квартира, всегда мечтала о домике, но сейчас живу в домике. Я всегда мечтала о детях, у меня их 3. Самая трудная работа, конечно, не ожидала, что это такая трудная, но все-таки они у меня есть, и это самый большой подарок. И я просто ощущала, что я не получаю оттуда то, что мне в тот момент надо было. И я поняла, что мне надо вернуться, чтобы в первую очередь собрать сил. И, конечно, после этого появились у меня все мои маленькие, которые я очень ожидала, очень хотела. Но могу сказать, что решение было правильное, потому что все, что я в тот момент хотела, у меня есть. И, может быть, поэтому я продолжала работать, потому что в какой-то момент я думала, что я ухожу от экстрасенсорика. Я где-то начала уже другой путь себе выбрать. А потому что я набрала сил, все-таки поняла, что это мое. Но потому что тут в Эстонии, тут есть природа, тут мало людей, ты никому не интересна, никто тебя не трогает, никто вот так тебя не смотрит. Я могу спокойно ходить в магазин, я могу спокойно ходить на море. У меня было ощущение, как будто в Москве я живу в аквариуме. Я понимаю, я где-то, наверное, поняла, когда я попала в шоу, что она популярна. Но я даже в голове не смогла представлять, сколько придет ко мне вот эта известность и внимание. И на самом деле мне никогда не понравилось вот этот экстра внимание. А что я имею в виду экстра внимание? Это когда я хожу, например, в продуктовый магазин, я хочу быть я, а не экстрасенс. А там я этого не смогла сделать, меня узнали везде. А тут для меня и для детей очень спокойная жизнь.
Я понимаю, вы все ожидаете, что я какое-то время вернусь, и вы хотите видеть, кто как реагирует на этого. Но я всегда как скажу, если ты не можешь мне смотреть в глаза, ты что-то скрываешь. И ты знаешь, что ты сделал что-то очень неправильно. Потому что когда человек честный, открытый, он может тебе в глаза смотреть. А когда стыд, люди бегают от этого. Или когда они сильно врали. Я ничего не говорю, я ничего не знаю. Просто образно говорю. Поэтому ждите меня, наверное, 27-го года. И я буду именно снимать тот момент, когда вы вообще не ожидаете. Это будет просто спектакль.